Гринд. Сколько же боли в этом слове. Ради достижения, титула или крутой награды игроки вынуждены потратить десятки, а возможно и сотни часов жизни. Благо в Варкрафте есть что фармить, есть много примечательных вещей, достижений, маунтов. Сегодня я хочу рассказать о сложном гринде, который вызывал головную боль у игроков и вынуждал людей тратить на Warcraft колоссальное количество времени. Одна из самых сложных и редких на данный момент ачивок, связанных с профессиями, это секреты горного дела Расколотых островов. И для добычи ачивки нужно было пройти 9 кругов ада, или другими словами получить максимальный 3-й ранг в добыче каждой из 9 руд Легиона. Как это сделать? В Легионе профессии были обновлены и имеют ранги. Чем выше ранг, тем больше ресурсов получает игрок, возможно еще дополнительные плюшки. Как повышать ранги? Ну, давайте для примера возьмем залежи Эмпириита. В определенный момент залежи руды выпадет квестовый предмет, который начнет задание, по завершению которого будет получен 1-й ранг. Чтобы получить 2-й ранг, нужно все так же фармить руду и надеяться, что выпадет еще один более редкий квестовый предмет, который тоже начнет квест и повысит ранг до 2-го. С 3-м рангом та же история. Тоже квестовый предмет, который упадет во время фарма залежи руды. И очевидно, что с каждым новым рангом добывать эти предметы становится сложнее. Если предмет для 1-го ранга может выпасть сравнительно быстро, то для последующих рангов может потребоваться значительно больше усилий. Вот и еще пример. Силовой камень. 1-й ранг получается элементарно и довольно быстро. А вот чтобы перейти со 2-го на 3-й ранг, нужно свернуть горы. Вот этот человек говорил, что добыл более 4000 единиц руды и так и не получил предмет для следующего уровня. Вот этому человеку тоже не очень повезло. Иными словами, в этой ачивке игроку придется много фармить самые разные руды и надеяться, что генератор случайных чисел будет на стороне игрока. И это нужно проделать со всеми 9 рудами. И тут кроется еще одна проблема. Руда Легиона не то чтобы сильно востребована. Эта ачивка появилась не в Легионе, как можно было изначально подумать, а в Драгонфлайте. Объективно говоря, особо большого профита фармить руду из Легиона в рамках Драгонфлайта или на данный момент The War Within не очень много. В те же время затраты на актуальную руду принесли бы точно не меньше. Если ачивку делал какой-то человек, который активно зарабатывал золото на руде в Легионе, то тому действительно было проще. Вполне вероятно, что у него уже была выкачана часть руд до максимального ранга. А вот всем остальным нужно страдать. На данный момент ачивка есть у 0,2% игроков. В битве за Азерот появилось достижение «Ты рать собрал», для которого нужно было собрать 14 фигурок. И если какую-то часть можно раздобыть быстро и с минимумом проблем, то для некоторых придется потратить несколько месяцев, а возможно даже и лет. Фигурки добываются с коробок, а коробки, в свою очередь, добываются разными путями – за квесты, ивенты или лут в открытом мире. Всего есть 3 коробки. Начнем самый простой – набор новичка. Чтобы ее получить, нужно выполнить один дейлик на острове Мехагон. Он несложный, в рамках актуального дополнения вообще проблем быть не должно. С этой коробки может выпасть несколько фигурок, необходимых для ачивки. Шанс выпадения сильно варьируется. Одни падают с большим шансом, где-то в 20-30%, другие реже, пару десятых процента. Тут все элементарно. Каждый день приходишь делать квест и молишься богам, чтобы дропнулись нужные вещи. Получить 2-ю коробку уже сложнее. В отличие от прошлой, в неделю можно получить только 2 штуки. Одну можно добыть с случайных сундучков, которые раскиданы по острову. 2-ю можно выбить во время одного периодического ивента с очистительной установкой, где нужно зачищать разный трэш. Со 2-й коробки тоже выпадает ряд фигурок. Но и 3-я коробка добывается почти так же, как 2-я, и тоже можно получить только 2 штуки в неделю. 1-я добывается с одного моба гориллы. 2-я выпадает с одного сундучка с небольшим шансом. А получить этот сундучок можно с еще одного ежедневного задания. Так что любителям дейликов, если такие люди вообще существуют, эта ачивка точно понравится. Короче говоря, вы, наверное, поняли, что очень многое в этом достижении привязано к 2 вещам – рандому и периодическим активностям.
И тут сразу всплывает несколько важных проблем. Одни фигурки могут выпасть сразу с нескольких коробок, а другие эксклюзивны и выпадают только в одной из трех. Ну вот, допустим, есть фигурка из Крадона. С первой коробки она падает невероятно редко, а вот со второй дропается шансом в 17%, что уже не так уж и плохо. Но есть фигурки, которые эксклюзивны только для конкретных коробок, а шанс их выпадения стремится к нулю. Именно к разряду таких относится фигурка Короля Мехагона. Она выпадает только из второй коробки, а шанс составляет 0,8%. Я напомню, что получить в неделю игрок может только 2 таких коробочки. Следовательно, из-за очень низкого шанса выпадения игроку, скорее всего, придется возвращаться на Мехагон каждую неделю в течение многих месяцев или даже, вполне возможно, лет, надеясь, что фигурка однажды выпадет. Да, никто не запрещает фармить эту ачивку, используя несколько персонажей, но даже так, это приключение будет очень долгим, так как оно привязано к жесточайшему рандому. Ну, давайте посмотрим на комментарии на Вовхеде. Там легко найти людей, которые тратят годы, чтобы выбить все фигурки. Причем самое ужасное то, что немало людей тратило больше всего времени конкретно на фигурку Короля Мехагона. Разработчики определенно перестарались, сделав фигурку настолько редкой. Недавно разработчики решили исправиться и увеличили дроп этого предмета. Так что сейчас все не так плохо, как было раньше. Также отдельно стоит отметить вот эту фигурку гнома. В отличие от всех остальных, она добывается не с коробочек, а за один квест, который открывается, когда игрок получает превознесение с фракцией Ржавоболтское сопротивление. А знаете, как фармится превознесение с этой фракцией? Правильно, выполнением кучи очень душных дейликов, скучных квестов, дающих скромное количество репутации, убийства боссов и прохождения ивентов. Короче, тотальное скукотище, уныние и еще один невыносимый фарм. Вся эта ачивка, по моему мнению, это настоящий ад из дейликов в сочетании с рандомом. Ну, раз уж я заговорил за душные фракции, хотел бы отметить еще одну, приносящую головную боль не из-за сложности фарма, а из-за багов. В дополнение Dragonflight появились драктиры, которые присоединились к Орде и Альянсу по ходу своей прокачки. У Орды и Альянса есть свои фракции драктиров, с которыми можно прокачивать репутацию. Для Орды это темные когти, для Альянса обсидиановые хранители. Для подавляющего большинства игроков эти фракции бесполезны. Их награды довольно скромные. Парочка косметических предметов и несколько маунтов, которые открываются с превознесения. Причем игроки-драктиры могут сразу и бесплатно получить некоторых из этих маунтов в начальной цепочке. Так что особо большого смысла запариваться ради них просто нет. Что по прокачке репутации? Тут тоже ничего выдающегося. Есть мировые задания, есть еженедельные квесты, которые можно выполнять и получать немного очков репутации. Абсолютно привычное дело для любой фракции в игре. До превознесения можно спокойно добраться за около 2 месяцев. А если использовать трюки с дейликами на битвы питомцев, то и еще быстрее. Так, к чему все это? Фракция по фарму вообще ничем не примечательна, награды скромненькие, что здесь такого? А дело в том, что фракция постоянно сбрасывается. Ну, то есть представим, вы потратили месяц-другой на фарм репутации темных когтей. Вы заходите в игру одним днем и бац, вашей репутации просто нет. Она откатилась до уровня нейтрально. Поэтому, если вы условный коллекционер, то вам нужно начинать весь путь сначала. Вы ищете проблему на форумах. Оказывается, вы далеко не единственный, кто столкнулся с этим багом. Вам предлагают открыть тикет в техподдержку. Если вам повезет, то репутацию вам восстановят, а если нет, то придется фармить заново и потратить еще месяцок-другой на фарм. С альянсовской версией фракции драктиров, обсидиановыми хранителями, та же история. Игроки сетуют на то, что репутация в какой-то момент абсолютно по неизвестным причинам обнулялась. Разработчики, как они отвечали на форумах, знали о этой проблеме и даже ее исправили, но проблема со сбросом репутации все равно осталась. Первые упоминания этой проблемы датированы серединой 2023 года. Если верить комментариям, то баг со сбросами присутствует и в 2025 году. Некоторые игроки даже сталкивались со сбросом сразу несколько раз. Фарм репутации в таком случае может напоминать сизифов труд. На данный момент эти две репутации являются одними из редчайших. Версии для Орды и Альянса выкачала до превознесения только по 0,5% игроков. В общем, прокачивать репутации с фракциями драктиров может быть не так просто, как кажется на первый взгляд. Рандом.
В Варкрафте рандома более чем достаточно, особенно если это касается редких маунтов. Маунт, о котором мечтает множество игроков, ныне называется Сердцеед X-45, или Большая ракета любви до переименования. Этот маунт в виде розовой ракеты гоблинов полюбился многими игроками, но выбить его еще та боль. Начнем с того, что время на получение вещи ограничено ивентом «Любовная лихорадка», которая длится всего 2 недели в году. Чтобы получить ракету, нужно ее выбить из предмета коробочка в виде сердца, которая, в свою очередь, добывается с одного ивентового босса. Каждый день можно получить только по одной коробке на персонажа. Поэтому, если фармить ивент каждый день, то у игрока будет всего 14 попыток выбить этого маунта с коробок. Ну, если не брать в расчет то, что у игрока может быть целая армия твинков. А теперь переходим к самому болезненному. Шанс дропа, который составляет мизерные 0,03%. Или, грубо говоря, один маунт на 3333 попытки, что превращало фарм в многолетнее и душное приключение. Когда маунты начали привязываться не к персонажу, а ко всему аккаунту, игроки старались во время ивента убивать босса на как можно большем количестве персонажей. И даже так есть немало людей, которые не могут добыть ракету с самого ее появления, времен гнева короля Лича. Низкий шанс дропа давно подбешивал игроков. Это касается не только этого маунта, а и в целом ряда редких предметов, которые привязаны к рандому. Если такое раньше, в старые времена, воспринималось нормально и было базой для многих ММО игр, то сейчас отношение к этому стало более прохладным. Поэтому периодически разработчики делают послабления и повышают шансы раздобыть желаемые вещи. Сердцеед не стал исключением. В 2023 году разработчики увеличили шанс выпадения маунта при открытии первой коробки за день на всем аккаунте. Если коробки открывались за тот же день и на других персонажах на аккаунте, то шанс выпадения оставался таким же низким. Впрочем, даже сейчас человек, который отважится на фарм ракеты, скорее всего столкнется с незабываемым приключением длиною в несколько лет. Что-то похожее касается управляющего кольца Нилганихмата. Это довольно красивое ездовое средство в виде такой себе золотой руки, которая бегает на своих пальцах. Она сделана в виде существ утробы, собственно, там же и добывается. Чтобы получить предмет, игрокам нужно добыть несколько колец. Каждое кольцо добывается по-разному, какое-то попроще, какое-то чуть посложнее. Для одного кольца игрокам потребуется взобраться на гору и залутать предмет, для другого просто убить одного редкого моба. Для колец игроку нужно будет побегать по обычной и теневой версии утробы, пособирать кучу всякой всячины, добывающейся из разных мобов или мест. Еще для одного кольца нужно открыть клетку, для которой нужно раздобыть особые ключи. Эти ключи, в свою очередь, лутаются с трэша неподалеку, получается с квестов, добываются с тайников. В общем, для маунта придется хорошенько побегать по локации, но не сказать, что тут есть что-то принципиально сложное или невозможное. Проблема только в одном кольце, для которого нужно, чтобы был активен один квест под названием «Разработка плана» во время нападения некролордов. Во время нападения нужно будет немного пострадать и залутать несколько предметов, которые впоследствии будут выплавлены в долгожданное кольцо. Проблема не в том, что нужно сделать во время нападения, а в том, сколько нужно ждать. Этот квест может не появляться месяцами. В комментариях на Вовхеде игроки отмечают, когда он становится активным, и, судя по всему, люди ради маунта готовы ждать очень долго. И даже если все остальные кольца собраны, а их можно добыть относительно просто, ты все равно будешь стоять на месте, так как задание может появиться только несколько раз в год. Если в момент появления задания ты завтыкал или была неактивна подписка, то вполне возможно, что придется ждать еще несколько месяцев. Зачем разработчики сделали привязку одного из колец к такому редкому квесту, я не знаю, но думаю, что это было лишним и лишь искусственно растягивало время получения транспортного средства. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!